Привет, друзья! Зовут меня Артемий Троицкий, это популярная советология, и сегодня у нас сеанс ответов на ваши вопросы по теме «Внешняя политика СССР». На удивление много вопросов, честно говоря, не ожидал от вас такой активности, но это всегда и очень даже приятно. Начнем с Китая. Интересует в свете нынешней геополитической ситуации, интересуют наших зрителей вопросы об отношениях СССР и Китайской Народной Республики. Ну, как я уже говорил в прошлой программе, отвечая на ваши вопросы, я там даже песню пел «Москва-Пекин, вперед идут народы», была у нас величайшая просто дружба вплоть до 20-го съезда КПСС, когда осудили Сталина, которого Китай в лице Мао Цзэдуна, естественно, в первую очередь осуждать не стал. После этого отношения развалились, особенно после начала культурной революции. Значит, СССР это было ревизионистское, значит, антикоммунистическое, антисоциалистическое государство, хуже Америки, прочее, прочее. В общем, были крайне плохие отношения, вплоть до вооруженных столкновений в 1969 году на спорной территории на острове Даманский. На протяжении всех 70-х Китай считался главным врагом Советского Союза. И опять же, мне приходится повторяться, как полагали практически все советские люди, если у нас с кем-то и будет война, то это будет война никак не с Америкой, никак не с НАТО, а война будет у нас с Китаем. Вот. Но в отличие от теперешнего времени, тогда, в общем-то, таких особо близких и очевидных войн вообще не было, и о войне вообще советские люди в те стагнационные застойные годы вообще не помышляли. Значит, некоторое потепление советско-китайских отношений началось в середине 80-х годов. Началось оно незадолго до Горбачева, потом продолжилось и углубилось, как говорил Михаил Сергеевич, во второй половине 80-х годов. В 1989 году Горбачев сам приехал в Китай, и там уже, можно сказать, у СССР с Китаем все пошло хорошо, как это было и в дальнейшем, и как бы и до сих пор. Правда, тогда как-то совершенно не шло речи о том, что СССР или Россия станет китайской колонией, сырьевым придатком, но для этого уже понадобилось вмешательство нынешних руководителей Российской Федерации. Просят рассказать про изучение иностранных языков в СССР. В общем-то, иностранные языки теоретически учили все. Другое дело, что изучение это было с одними языками более качественным, с другими менее качественным. Я думаю, что самым качественным было изучение в советских школах и вузах немецкого языка, потому что была страна-носитель языка под названием ГДР. И в эту ГДР можно было ездить, стажироваться, практиковаться и так далее. Поскольку в ГДР, естественно, жили настоящие немцы с берлинским произношением, и, в общем-то, с языком немецким там было все в полном порядке. Кроме того, неплохо, возможно, обстояли дела с испанским языком, потому что, опять же, был остров Свободы, социалистическая страна Куба, с которой у Советского Союза были самые нежные отношения. Думаю, что с французским языком и особенно с английским языком, а это, собственно, и были те языки, которые изучались, китайского, по-моему, в СССР, особенно уж во времена холодной войны, отношения были не те, чтобы учить китайский, тем более японский с их Курильскими островами, так что были, да, английский, немецкий, французский, испанский. Так вот, с английским, французским, про французский не берусь утверждать с уверенностью, поскольку владею им плохо. Английским владею хорошо. Могу сказать, что очень плохо.
очень плохо обстояли дела с изучением английского языка, в том числе даже в престижнейшем вузе Иньязе имени Мариса Торреза. Знавал я много студенток из этого самого вуза. На одной студентке был даже женат первым браком. Вот, это когда был, да, 76-77 год. Вот, они говорили все по-английски очень посредственно. Главное, что английский язык у них был совершенно несовременный. То есть изучали там английский язык по текстам, но если не Шекспира, такой уж совсем старый английский, то по текстам, там, условно говоря, Диккенса, Голдсворси и так далее. В общем, классической литературы 19-го, самого начала 20 века. И, в общем-то, это было довольно жалкое зрелище. Ну, а про спецшколы я и не говорю. В спецшколах, собственно, преподавали выпускники тех же педов, в лучшем случае того же Иньяза, которые языки знали очень и очень поверхностно и в крайне, скажем так, несовременном их изводе. Пишет: на всю коммунистическую идеологию молодежь ложила член в 70-е, 80-е. Все были прозападные. Ну, это не совсем так. Я бы сказал, что, в общем, доля истины в этом утверждении есть, но такая, скажем так, не абсолютная, не стопроцентная. Да, если говорить о материальной стороне дела, то, конечно же, вся советская молодежь мечтала об американских джинсах, английских пластинках там, и прочее, прочее. Ну, почти вся, скажем так, 90%. Вот. Но, тем не менее, в общем-то, я бы не сказал, что они были такие уж 100% прозападные. В материальном отношении, да, они смотрели на Запад и восхищались им, и очень хотели туда попасть, и хоть одним глазком взглянуть. Вот. Но при этом, в общем-то, к своей родине тоже относились более или менее лояльно, болели за советских спортсменов, там, футболистов и прочих. Вот. То есть, ну, тут как бы была такая какая-то была смесь, и очень многое зависело от конкретных людей, а может быть даже, скажем так, от конкретных регионов страны. Предлагают тему «Почему распался СССР?». Да, такая тема у меня в планах стоит. Вот. Хотя я не считаю себя большим специалистом в этом каверзном вопросе, вот, поскольку в экономике я вообще плохо разбираюсь. Ну, политика тоже, скажем так, не самый сильный мой участок работы. Совершенно не по теме пишет о замечательной моей любимой киевской рок-группе «Калежский асессор» Василия Гайденко. Очень я люблю эту группу. Одна из очень немногих, буквально там пятерки-шестерки советских рок-групп, которые были по-настоящему оригинальные. Я пытался их продвинуть на Запад, возил даже «Калежский асессор» на гастроли в Англию и Шотландию, вот, где, в общем-то, к ним отнеслись так, с любопытством, были заинтригованы. Вот, но, к сожалению, из этого ничего в результате не получилось. Пришло одно очень интересное письмо, в котором я хотел его зачитать, но просто времени нет. В этом письме говорится о советских специалистах, которые работали за границей. Соответственно, их дети учились за границей и так далее. И надо сказать, что это были далеко не только дипломаты. Помимо дипломатов, это были еще, скажем, военные советники, их было очень много, особенно во всяких странах Африки, Азии, в Латинской Америке тоже. И потом это были просто даже люди мирных профессий. Были всякие инженеры, всякие электрики, строители и так далее, которые занимались, скажем, постройкой где-нибудь там в Ираке или в Алжире или где-то еще там гидроэлектростанции или там
железных дорог и прочее. Этих людей было очень много, их были десятки, а может быть и сотни тысяч. И, кстати, именно для этого контингента были построены и вообще создана сеть магазинов «Березка». То есть «Березки» это было не столько для членов дипкорпуса, как утверждалось. Нет, дипкорпус, ну, там, да, они посещали «Березки» только исключительно ради алкоголя и сигарет, я думаю. И то в случае крайней необходимости, потому что и то, и другое им приходило по каталогам из Европы. Вот, но нафиг иностранным дипломатам были там рубашки, ботинки или там всякие радиоприемники и так далее. Им это было совершенно не нужно, у них это все было свое. Вот. А строились эти магазины сети «Березка» в первую очередь для тех советских людей, которые получали зарплату в иностранной валюте, вот, и потом они, соответственно, возвращались в Советский Союз или на время отпуска, или навсегда. Вот, и эту валюту им, в общем-то, надо было тратить на что-нибудь такое качественное, хорошее, не советское. И вот они меняли валюту на так называемые чеки. Там было несколько серий, самые популярные это были чеки серии «Д». И с этими чеками шли отовариваться в «Березку», и там приобретали там всякие эти Sony, саламандеры и все такое прочее. Вот, да, так что это такая была интересная история. Вот, Советский Союз на самом деле держал за границей такую очень серьезную армию специалистов. Пишут о том, что Варшавский пакт и соцлагерь это как бы не идентичные вещи, но я, собственно, этого и не говорил, поскольку соцлагерь, естественно, был шире Варшавского договора. В соцлагерь входили страны Азии, скажем, Вьетнам, Монголия, чуть позже там Лаос, например, ну, Китай, опять же, до некоторой степени, вот, Куба. Вот. А Варшавский пакт, да, это были европейские страны, минус Югославия с конца 60-х годов, 68-го года, минус Албания. Ну и такой был очень такой мутный статус у Румынии, которая, с одной стороны, формально состояла в организации Варшавского договора, с другой стороны, скажем, они осудили вторжение войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. То есть де-факто, в отличие от де-юре, Румыния в Варшавском договоре почти не участвовала. Вот. Про афганские потери я сказал несколько десятков тысяч, да, это я, конечно, сказал не точно, 15 тысяч человек советских военнослужащих погибло в Афганистане. Это на 2 миллиона погибших афганцев, замечу. Вот. И в любом случае 15 тысяч, как вы понимаете, это в 20 раз больше, чем количество россиян, которые погибли сейчас в войне с Украиной. При том, что Афган длился почти 10 лет, а Украина еще и 2 не длится. Не согласен один из наших зрителей, что внешняя политика СССР была достаточно вялой в военном отношении. Но я остаюсь при своем мнении. То есть была одна реальная война, это война в Афганистане. Вот. Что касается до Венгрии в 1956 году и Чехословакии в 1968, но это были такие интервенции. Нельзя это назвать войнами. Вот. СССР вел такие прокси-войны, то есть прокси-войны, то есть войны через подставных лиц, так сказать. Они шли со стороны СССР и в Корее в 50-е годы, и во Вьетнаме в 60-е, 70-е годы, через Кубу в Анголе, да, такие прокси-войны были, но все равно, в общем-то, и идейной мотивации для какой-то там, скажем, мировой революции, да, как это было в 20-е, 30-е годы, у Советского Союза брежневских
и хрущевских времен не было. И, в общем-то, в экономическом отношении тоже была вот вся эта стагнация, весь этот застой и так далее. И, в общем-то, особо не могла себе советская Россия позволить, значит, какие-то масштабные войны. Так что я считаю, что, слава богу, что военная политика СССР была достаточно вялой. Пишут, что рано сдавать в архив марксизм. Вот, но и да, и нет, потому что, с одной стороны, конечно, классический марксизм, который породил коммунистическое движение в XIX и потом, которое всячески развелось в первой половине XX века, этот классический марксизм и это коммунистическое движение, они, в общем-то, конечно, уже сдохли. Вот. И нет этих коммунистических партий, которые и в Италии, и во Франции вообще были очень сильными, и во многих других странах тоже. Сейчас все эти партии вообще даже переименовались, вот, не называются более коммунистическими. Вот. Ну и надо сказать, что сам по себе капитализм мутировал очень сильно, и я думаю, что если бы Карл Маркс жил в наше время, вот, равно как и Ленин, кстати, вот, они бы пересмотрели очень и очень многие свои взгляды и написали бы какой-то «Капитал-2», который бы от «Капитала-1» отличался очень и очень сильно. Ну и последний комментарий, на который я хотел бы отреагировать, пишут, что и Фидель Кастро, и Усама бен Ладен, они, в общем-то, бились за бабло. И если бы не получали они бабло, там, скажем, Фидель от Советского Союза, бен Ладен, я уж не знаю от кого там, от Саудовской Аравии, то вряд ли они были бы такими борзами. Я не вполне согласен, то есть, да, естественно, и Кастро, и бен Ладен, вот, и нынешний Хамас, скажем, и так далее, они, конечно, прагматики, они, конечно, ребята такие вполне ушлые, вот, и экономическая составляющая играла, несомненно, большую роль. Вот, ну, особенно, скажем, для Кубы в контексте, значит, экономического бойкота, который Кубе объявила соседняя Америка. Вот, но в то же время я считаю, что и Фидель Кастро, и бен Ладен, про Хамас не берусь говорить, возможно, они такие действительно окончательные просто уроды. Вот. Но и Кастро, и бен Ладен, в общем-то, были реально идейными людьми. При всем своем прагматизме и, возможно, даже определенной там алчности и так далее, часах Rolex и прочее, но, в общем-то, идейный заряд у них тоже был. Вот. Так что я бы сказал, что это не самый удачный пример такого политического цинизма. Все, ребят, спасибо вам большое за внимание. Я надеюсь, что вы меня выслушали. Я стараюсь отвечать на ваши вопросы максимально обстоятельно. Вот, так что присылайте их еще. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего наилучшего и предупреждаю, что теперь популярная советология выходит 2, а не 3 раза в неделю по понедельникам и по средам. Поэтому следующий наш выпуск будет 8 января. Ну, пока счастливо, до этого не замерзайте. Это был Артемий Троицкий, популярная советология.